Всем привет! Итак, трасса 66, она же мать всех дорог. Это одна из самых легендарных дорог США. Она проходит через всю страну, от Чикаго до Лос-Анджелеса, через 8 штатов. Хотя точнее будет сказать, что проходила когда-то. Со временем это шоссе утратило актуальность в практичном смысле, но до сих пор является культовой достопримечательностью для путешественников, с богатейшим багажом в культурном и историческом смыслах. В наши дни трасса 66 – это набор из исторических участков в виде улиц городов, участков хайвеев, дублеров этих хайвеев, а местами это забытые оригинальные участки настоящей Route 66. Все они составляют почти непрерывную цепочку, по которой можно проехать от начала до конца. И вдоль этой цепочки полно исторических мотелей, кафе, магазинчиков, заправок и музеев, которые погружают путешественников в 50-е и 60-е годы прошлого века. Годы, на которые пришелся расцвет этого шоссе. А начинается все с Иллинойса, где 66-я проходит от Чикаго до Сент-Луиса. На этот штат у меня было 1,5 дня. Из Чикаго я выехал 21 апреля. Темп был бодрый, так как пробок с утра в воскресенье не было. Начало пути – это широкие улицы пригородов Чикаго. Было солнечно, хотя и немного прохладно, так что ехалось очень приятно. Первая остановка – музей рок-н-ролла в Джольетте. Я добрался туда почти к открытию. Музейчик оказался совсем небольшой и довольно специфичный. Большинство имен там я никогда раньше не слышал. Но главное – это первая точка, где можно было купить паспорт трассы 66. Короче, в чем прикол? Есть вот такая книжечка, взял такую, паспорт трассы 66, в которой отмечены всякие интересные места, в которые можно заехать. И, как правило, у этих мест есть такое специальное место для штампика, где можно поставить печать, что ты там был. И вот сейчас я поставил печать в кафе Dogs Off. Также в Джольетте я обзавелся местной симкой с интернетом. Планировал делать стримы в YouTube, но качество интернета на протяжении почти всей поездки оказалось недостаточным. После Джольетта я выехал на территорию настоящей одноэтажной Америки. Маленькие городки с частными одно- и двухэтажными домиками по краям улиц, бескрайние фермерские поля с элеваторами и узкая дорога, ведущая сквозь эти места. В целом ландшафт напомнил мне мое путешествие на мото в Волгоград, только у нас лесов побольше. Ближе к обеду я доехал до очень живописного городка Понтиак. Там находится музей трассы 66 в Иллинойсе. Очень интересное место, отлично погружающее в атмосферу истории этой дороги. Помимо кучи экспонатов, связанных с трассой 66, рядом с музеем есть дворик с классными граффити на тему Route 66. Да и в целом Понтиак мне показался очень ухоженным и колоритным. Я даже нашел там ресторанчик пообедать. И вновь дорога пошла через фермерские поля и киношные одноэтажные городки. В паре таких городков были заведения, где можно было бы поставить штамп в паспорт трассы 66, но режим работы у них оказался крайне неподходящий. В итоге сделал еще одну остановку в Атланте. Там стоят несколько фигур гигантов, которых вообще-то немало вдоль матери всех дорог. Но оказалось, что там есть еще один интересный музей, который, к сожалению, уже был закрыт. Интересная по пути попалась достопримечательность, помимо разных всяких экспонатов и мест трассы 66. Оказалось, здесь есть музей-элеватор. Но я не знал. Естественно, в воскресенье он закрыт, но вообще интересная идея. Ближе к вечеру я добрался до Спрингфилда. Там у меня была запланирована ночевка. Это довольно крупный город, столица штата Иллинойс, и насквозь пропитанный одной тематикой. Дело в том, что в этом городе жил Авраам Линкольн до того, как стал президентом США. С утра первым делом я зашел в Springfield Visitor Center. Это оказался не просто офис с информацией, а что-то вроде мини-музея с интересностями для туристов. We actually had some others doing Route 66 as well. Wow, no, Kuznetsk. Nice. But I am from... Is it just you? Let's do it. Are you traveling by yourself? Yeah.
Okay. Well, welcome. So, St. Petersburg. Okay. Not in Florida. Not so sunny. I bet. I bet. А насчет рекомендаций, куда сходить, ответ оказался однозначным. В Спрингфилде находится дом-музей Линкольна, то есть дом, в котором он прожил 24 года, в котором жила вся его семья и который теперь является музеем с бесплатным входом. И это даже не просто дом, это как бы целый кусочек района, который стараются поддерживать в том виде, в каком он был в первой половине 19 века. Внутрь я не пошел, программа на день была и так очень насыщенной. Но по парку и улочкам вокруг дома прогулялся. А дальше опять поля, одноэтажная Америка и узкая прямая дорога через эти пейзажи. И вот один из участков этой дороги – оригинальный участок шоссе к северу от Оберна. Фишка в том, что этот участок сделан из кирпича. Да-да, около километра настоящей кирпичной дороги. Вообще, в начале прошлого века в Иллинойсе уже была достаточно развитая сеть бетонных дорог, так как территория между Чикаго и Сент-Луисом была довольно густонаселенной и востребованной в смысле транспорта. В итоге шоссе номер 4 тех годов стало частью образованной в 1926 году трассы 66. Но дорогу постоянно модернизировали и расширяли, делали объезды населенных пунктов, убирали крутые повороты, и кусок кирпичной дороги можно назвать памятником тем временам. В общем, я не спеша проехал по этой почти столетней дороге и вскоре доехал до городка Жерар. Там я сделал остановку в кафе Dogs Just Off 66, очередном месте, рекомендованном в паспорте трассы. Well, sorry, just almost forgot. Can you stamp here? Yeah. Thank And you. Here's a little sticker too. Thank you. You're welcome. Затем мать всех дорог вывела меня к своему современному отпуску, хайвею номер 55, и пошла вдоль него до Личфилда. Там меня ждал очередной музей трассы 66, в котором я залип довольно надолго. So, here I'm again with my travel mate. Oh, very good, very good. Two people come in and said, "Oh, Lightning McQueen." Yeah. Yeah. Route 66. Да, карта всяких интересных мест в штате Иллинойс. Связан с трассой 66. Вчера и сегодня практически все их проехал. Ford Model A. Тот самый. Это древняя венинговая машина. Вот что это такое. Блин, меня прет эта неоновая вывеска. Помимо очередной порции артефактов из 60-х годов, в музее я познакомился с одним байкером, который так же, как и я, в один фейс ехал по 66-й, но только из Лос-Анджелеса в Чикаго. Мужик оказался из Бразилии, но прекрасно говорил по-английски, так что мы с ним отлично поболтали. Have a nice day. Brazil? Brazil, yeah. Yeah. Been there a couple of times. Very nice country. You're coming from Chicago? Yeah. I'm going to Chicago, so you're gonna You be almost better. finished. The cold is gonna be better. Okay? It's warmer in Yeah, Texas, yeah, in but Mexico. I like to drive original direction Yeah. from Chicago to LA. This is the second time I'm doing, but I'm driving LA to Chicago because it's cheaper to... А ближе к обеду я добрался до Миссисипи, реки, по которой проходит граница штатов Иллинойс и Миссури, и через которую можно до сих пор найти мосты, сделанные еще в те самые времена. Очень специфичные, полностью железные. В дождь на мото я бы по таким не хотел ездить, слишком скользко. На этом мое путешествие по Иллинойсу закончилось. Трасса 66 через этот штат запомнилась мне множеством небольших, но очень приятных одноэтажных городков, которые постоянно сменяли друг друга вперемешку с фермерскими полями. А впереди ждал Сент-Луис и штат Миссури.